Мы уже показывали, как создать свой собственный VPN на примере Outline и Amnesia. На экране сейчас выскочат подсказки со ссылками на эти видео, посмотрите, если интересно. Но сегодня хочется показать еще один способ, еще одно решение. Hidify. Он позволяет создать не только для себя, но еще и управлять пользователями. Hidify — это комплексное open-source решение для обхода ограничений, блокировок и обеспечения приватности. Изначально ориентирован на страны с жесткой цензурой. Он состоит из двух основных компонентов — клиентского приложения Hidify и серверной панели Hidify Manager. Первое, чтобы непосредственно подключиться, второе, чтобы создать свой собственный сервер, раздавать ключи и управлять пользователями. Если вкратце, то основные преимущества Hidify — кроссплатформенность, доступен для iOS, Android, Windows, macOS и Linux. Он полностью бесплатен, без подписок, рекламы и скрытых платежей. Hidify выделяется широкой поддержкой протоколов, их более 30. Ну и открытый код лежит на GitHub. Попробуй еще проверить этот код, не каждый сможет, но это как символ открытости разработчиков. Итак, что нужно, чтобы сделать все с нуля? Во-первых, нужно приобрести виртуальный сервер. Это видео не про выбор провайдеров, я тут никого советовать не буду. Просто помните, что выбирать нужно как минимум по репутации провайдера, юрисдикции и возможности оплаты. По стоимости тоже, поэтому выбор провайдера — вещь крайне субъективная. Я показываю просто на примере одного из, но путь будет плюс-минус похож. Выбираем тариф, как правило, даже базовые предложенные варианты потянут VPN для вас, семьи и небольшой компании друзей. Хотя понятие «небольшой», конечно, у всех относительное. Ну да ладно, после того, как все приобрели, должно пройти какое-то время для активации и запуска сервера. Как правило, это 5-10 минут. После чего все данные для входа пришлют вам на почту. После нам понадобится провести несколько манипуляций с сервером, чтобы установить туда Hidify Manager. Не супер сложно, скажу сразу. Делать это можно как вам удобно. Через обычные терминалы, например. Мне нравится специальное приложение Tebi. Это тоже бесплатный open-source проект для разных платформ. Не настаиваю, это просто вопрос удобства. Жмем профили и соединения и подключаемся к нашему серверу. Его адрес будет в письме от провайдера вместе с паролем, кстати. Все данные для входа будут в письме. После того, как соединение установлено, отправляемся снова на сайт Hidify. В разделе «Менеджер» есть очень подробная инструкция, даже с видео. Но самое главное, там есть вот эта команда, которая и запустит всю установку. Копируем ее и вставляем в терминал. Вот и все. Дальше можно пойти пока попить чай и подумать, с кем бы вы хотели поделиться своим VPN, потому что установка займет некоторое время. Не вопрос пары минут. В финале мы увидим вот такое окошко, и внизу под QR-кодом есть 3 варианта, 3 ссылки, как попасть в Hidify Manager, уже установленный на нашем сервере. Какой из них выбрать? Да, в принципе, любой. Только предупреждают сразу, что первый небезопасный. Но я человек простой, вижу, что есть HTTPS, жму. Попадаем в такое яркое окошко. Здесь он сразу предложит выбрать язык интерфейса и страну локации, чтобы подобрать оптимальные протоколы. Поставлю другие, чтобы посмотреть весь выбор. Пароль. Куда ж без него? Ставим надежный, само собой, а не тот, что я сейчас поставил для теста. Ну и все. Для быстрой установки подтверждаем домен на следующей вкладке и можем пользоваться. Вот и главная страница. Тут представлена информация о сервере и пользователях. Что тут самое интересное? Во-первых, давайте пойдем в настройки и посмотрим список прокси. И он действительно впечатляет. Огромное количество протоколов, и при этом вы сами можете ими управлять. Включать или выключать, если есть определенный уровень знаний, или довериться автоматическому выбору сервиса. Дальше настройки. Это уже для продвинутых пользователей, как говорится. Заметьте, здесь есть расширенные и очень расширенные настройки. Действия. Здесь от получения информации до обновления версий, переустановки, если вы что-нибудь сломали, и простой перезагрузки системы. Есть панель админа со статистикой, но самое главное, что нас интересует — вкладка «Пользователи». И мы отправляемся туда. Вот из этой вкладки как раз и можно добавить нового пользователя и поделиться ключом. Жмем «Создать». Сначала, конечно же, надо как-то назвать пользователя. Потом есть ряд интересных возможностей.
Например, можно ограничить ему трафик, а также установить срок, в течение которого будет работать подключение. Сохраняем, и пользователь появился в панели управления. Как теперь отправить ему конфиг для входа? Ссылки пользователей. Жмем напротив его имени, а дальше на «Открыть». Вот, открывается такая отдельная панель для пользователя. Если нажать на кнопку подключения, то приложение запустится на вашем устройстве, например. Можно другим устройством сканировать QR-код или отправить ссылку, которая находится вверху. Интересна другая, короткая ссылка, внизу. Она действует 5 минут. Более безопасно в плане нежелательных пользователей. Также можно посмотреть конфиги для каждого пользователя. Теперь идем в сам клиент Hidify, который скачали уже с официального сайта. Жмем «Добавить конфигурацию», и тут будет несколько вариантов на выбор. Сканировать код, писать вручную или вставить из буфера обмена. Я прислал себе ссылку на почту. Вставляем из буфера, соглашаемся, и конфигурация добавлена. Теперь только нажать на центральную кнопку подключения, и можно пользоваться. В завершении хотелось бы подчеркнуть, что это еще один инструмент из всего многообразия. Чем он лучше или хуже тех, которые мы показали, тут уж каждый решает сам для себя. Что выбрать – не проблема. Проблема, когда выбора нет. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.